Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в Хайдельберге. А что же такое Хайдельберг? Когда-то этот город был столицей могущественного курпфальцского государства, которого на данный момент больше не существует, ведь княжества, все раздробленные княжества Германии в какой-то момент объединились. А сейчас этот город является всего лишь одной частью земли Баден-Вюртемберг и не имеет такого влияния, как это было при Курпфальцском княжестве. В 17 веке французы хотели захватить эту землю, и они пришли сюда и сожгли буквально весь город дотла. Осталось только несколько зданий уцелевших. Но главным свидетелем того времени, той истории, здесь остался вот этот средневековый замок на горе, сохранившийся до сих пор, и который блещет во всей своей красе и ожидает всех нас, чтобы познакомиться с ним. Сегодня мы с вами прогуляемся по этому романтичному городу, узнаем о старейшем университете Германии и его тюрьме, увидим самую большую бочку в мире и исследуем сам замок с его легендами и тайнами. Окунемся в тайны флирта 19 века и пофилософствуем на тропе философов. Погнали! Мы вот сейчас на Старом мосту, и сзади меня главные городские ворота с двумя башнями. И до настоящего времени между двумя башнями, если вы видите два маленьких окошка, там квартира смотрящего или помещение смотрящего, который следил за тем, кто же сюда в город приходит, потому что многие хотели захватить Хайдельберг, французы и другие, наверное, или другие княжества немецкие. У них же все время были какие-то такие усобицы. И постоянно приходили сюда, хотели захватить. И именно вот этот смотритель следил за тем, кто идет, свои или не свои, с хорошими они намерениями или хотели завоевать. И если были чужие люди, он опускал просто вот эти ворота, и тогда приходила армия и уничтожала врагов, так скажем. Пойдем дальше. А сейчас мы вот с правой стороны от моста, или с левой, в зависимости от того, с какой стороны вы стоите. А это у нас греховная обезьяна. Почему греховная? Потому что вот она показывает свою заднюю часть всем людям, которые идут с моста, и вот она такая вот макака стоит, показывает свою каку. У нее есть такое интересное зеркальце. Зеркала здесь, к сожалению, нет. Его, наверное, может быть, разбили или унесли. Распальцовка тоже обозначает кое-что. И мышки. Есть такое поверье: если вы дотронетесь до зеркала, то вы станете богатым. А если вы дотронетесь до распальцовки, до ее руки, то вы снова вернетесь в Хайдельберг и будете наслаждаться этим прекрасным городом. А если вы дотронетесь до мышек, то тогда у вас будет потомство, у вас будут дети. Давайте потрем все сразу, чтобы все было. А еще можно залезть внутрь сюда и постараться не ушибиться. О, вот так вот. И посмотреться в зеркало, наверное, посмотреть на все свои грехи и помахать рукой. Привет! Представляешь, здесь рядом с мостом есть ресторан, который называется «Золотая щука» или «Гольный Хехт». Кстати, я когда готовился, мне
проассоциировался это с нашей сказкой «По щучьему велению, по моему хотению». Но дело не в том. А, Чем известно это место? Тем, что когда-то сам Гёте, мыслитель, философ немецкий, решил сюда прийти покушать, и его в этом месте просто не узнали. Его, может быть, даже не обслужили и сказали: «Иди, дядя». Здравствуйте, я Гёте. Иди отсюда! И за счет этого они стали известны. Стал известен этот факт, да, среди людей, и люди стали просто сюда ходить, и вот какая-то маленькая кафешечка развилась до большого семейного бизнеса. Это еще и отель, здесь можно спать. И вот так получается, что кого-то можно просто не узнать, и за счет этого станет вот известным такое заведение. Представляете, придет сюда, ну, скажем, Ангела Меркель, да, бывший канцлер немецкий, ее не узнают, и потом вот они делают кучу состояния на этом. Улочка, которая ведет от Старого моста, она упирается вот в этот прекрасный готический собор Святого Духа. Но вот, как мы видим, шпили у него совершенно не готические, потому что мы же знаем, что в 17 веке французы полностью сожгли город и, вероятно, тоже разрушили оригинальные готические вот такие с острием, да, шпили. Поэтому они такие более округлые здесь, из эпохи Ренессанса уже. Здесь мы уже ближе к центру, и здесь всегда много народу, здесь кафешки, ресторанчики, и поэтому здесь жизнь просто кипит, бьет ключом. Друзья, мы знаем, что в 17 веке город был почти полностью сожжен французами. Осталось буквально несколько домов. Вот сейчас мы находимся на центральной рыночной площади, на которой сейчас по определенным дням организуется рынок. Приходит много людей, покупают продукты и так далее. Вообще немецкие города организованы таким образом, что в самом центре города исторического находится центральная рыночная площадь, и на которой обязательно находится мэрия, вот это здание. Немецким словом оно обозначается, это слово «Rathaus». Сейчас мы находимся в таком очень интересном месте. Вот эта стена главного собора здесь на рыночной площади. И здесь на стене изображены вот такие рисунки. Это брецели, это типичные немецкие булочки. Здесь вот брецель с короной. И для чего все это было? Вот представьте себе, 18, 17, 16 век или раньше, это рыночная площадь, люди приходят закупаться, покупать продукты, и таким образом граф устанавливал стандарты величины, вот конкретно в этом случае брецеля, на конкретные года. Допустим, вот смотрите, мы видим, вот этот брецель, он очень громадный, он с короной, его, видимо, может быть, лично граф устанавливал. И, наверное, именно в этот год урожай зерна был большой, и поэтому стандарты брецеля, они были просто больше, да. А вот здесь, если посмотреть, вот здесь вообще маленькие кругляшки, да, и вот здесь это кругляшки. Я вообще, честно говоря, не знаю, брецель ли это, или брецель, или нет. Вот маленький брецель, точно это брецель, да. То в этот год зерна, наверное, было очень мало, не было урожая. И здесь даже стоит дата 1687 год. Видимо, в этом году урожая не было вообще. А здесь в этот год урожай был большой, и поэтому брецели буквально, наверное, в 3 или в 4 раза больше. Вот так работала система госстандарта там в те века. А сейчас мы находимся рядом с историческим кафе, которое называется
кафе «Кондитерай Кнёзель». Кнёзель — это фамилия собственников, которые не в первом поколении владеют этим кафе. И дело здесь вот в чем. В XIX веке девушкам нельзя было выходить одним в город. Они ходили все время либо с гувернантками, либо с надзирателями. Им нельзя было флиртовать с парнями. А парням и девушкам, ну, в молодом возрасте, конечно, хотелось вместе общаться, флиртовать, ходить на свидания, а этого было просто сделать нельзя. И тогда собственник вот этого кафе, господин Кнёзель, Фридолин Кнёзель его звали, он придумал такое изделие, а, печенька в шоколаде, в общем, пралине, и он назвал его «Studentenkuss» по-немецки, да, и это переводится как «поцелуй студента». И оно стало очень популярным, потому что он понял вот эту потребность в тот момент, да, и таким образом молодые люди, вот они покупали вот это печенье «Studentenkuss», и они могли попросить кого-нибудь, либо сами они передавали вот это изделие девушке, которой понравилось, и тем самым они могли флиртовать, тем самым они могли показывать девушке свое внимание. Мы сейчас пойдем посмотрим, купим и покажем вам, как это выглядит. So, danke schön. Schönen Tag noch. Tschüss. До свидания. А теперь давайте попробуем, что же это такое студенческий поцелуй. Вот такая прекрасная упаковка, где изображена пара, целующаяся пара, студенческий поцелуй студента. Здесь есть такое объяснение, то есть история вся эта. Упаковка красивая. И сейчас посмотрим, что же там. Тоже такая красивая упаковка. Да. Распакуем. Похоже на шоколадку. Похоже на шоколадку. Представляете, вот такую парни такие передавали там девушкам за соседним столом, просили там кого-то передать, и вот девушка видела, ага. Там еще можно было писать записочку, вставлять вот сюда записочку, то есть было понятно, от кого все это было передано. Попробуем. Там внутри что-то очень мягкое, пралине или что-то такое ореховое, а сверху такая шоколада, слой шоколада. Очень вкусно и нежно. Я думаю, всем девушкам нравилось. Ты хочешь попробовать? Конечно, Давай. Да. Ну как? Жить Очень можно? вкусная, нежная шоколадка. Класс. Я еще укуснул. Конечно. А напротив собора Святого Духа находится потрясающее здание. Это единственное здание, которое уцелело после вот этого крупного пожара в 17 веке, который учинили французы здесь. И это здание было построено в 16 веке одним из богатейших людей в городе Карлом Белье. И оно построено из камня. Собственно, поэтому этот дом и уцелел в пожаре, да? И у немцев считается, что если человек владеет каменным домом, сделанным из камня, то он очень богатый. Даже есть такое слово «Steinreich», что по-немецки означает «каменно богатый». И именно Карл Белье, он мог себе позволить построить дом из камня, и он считался очень влиятельным и богатым человеком здесь, в Хайдельберге. Особенно это здание впечатлило Виктора Гюго. Кстати, это здание называется «Отель у рыцаря». А Виктор Гюго в 19 веке путешествовал по Германии и, соответственно, заехал в Хайдельберг. И он просто не мог пройти мимо этого здания, не мог проехать мимо этого прекраснейшего города. И в одном из писем своему другу, своему хорошему другу Луизе, он писал: «О, если бы летние каникулы были немножечко подольше, если бы моя семья и ты были бы здесь, я бы остался здесь навечно». Вот так запала в душу ему красота этого старинного города. Если взглянуть на фасад, то мы видим типичное здание эпохи Ренессанса, для которого характерны колонны, фрески, гравюры, барельефы и в целом утонченность стиля. Вот на первом уровне здания мы видим представительский барельеф князя с, наверное, скипетром, как символом власти, и княгини. А на уровне выше расположен барельеф хозяина дома Карла Белье с женой. И такое позиционирование намекает нам на то, насколько властный и влиятельный был Белье, потому что поместить себя выше князя о многом говорит.
У немцев есть такое выражение «Wer hat die Hose an?» Переводится как «У кого надеты штаны?», а означает это «Кто же главный?». Так вот, Белье, кажется, точно был в штанах. Был при власти и при деньгах. Просто каменно богатый. На предпоследнем уровне мы видим латинскую надпись, которая гласит «Perste invicta Venus». Перевод «Всегда оставайся непобежденной, красота». А на самом верху есть еще одна надпись «Soli Deo Gloria», что означает «Богу единому слава». Венчает же всю эту композицию фигура святого Георга на самом верху, которая расположена прямо напротив церкви Святого Духа и имеет значение, что, мол, деньги и власть – это хорошо, а Бог и вера превыше всего. А вообще город Хайдельберг – это достаточно молодой город, потому что средний возраст проживающего здесь человека составляет 39 лет, что по немецким меркам просто очень хорошо или невозможно. Потому что в Германии есть такая тенденция старения населения. И, например, в городе Бад Хомбург, в котором мы до этого снимали фильм, и который тоже можете посмотреть вот по ссылке на экране или в описании к этому видео, там средний возраст составляет 49 лет. То есть там очень много возрастного населения. Но здесь эта ситуация другая, потому что здесь очень большой, очень известный университет, в который приезжают люди со всего мира, и тем самым они как бы вот новую кровь пускают в жизнь, в повседневную жизнь этого прекрасного города. Сейчас мы с вами находимся тоже в центре города, на площади Фонтана Львов, у здания главного корпуса старейшего университета в Германии. Да, это стены старейшего университета, первого университета в Германии, который был основан в 1386 году. И учиться здесь это было очень престижное дело. Но попасть сюда также было очень нелегко, потому что был очень жесткий отбор студентов. Я вспомнил, когда я поступал в немецкий университет, на мой факультет был тоже очень серьезный отбор, и мне приходилось сдавать несколько вступительных экзаменов, чтобы получить допуск, также наравне с немецкими студентами, другими коллегами, да, но все получилось, все удалось, и университет закончен. Сюда приезжали студенты учиться из многих стран мира, в том числе и из России. И из стен этого университета в итоге вышло 56 нобелевских лауреатов. Стены сами по себе, вот здесь внешний фасад, не отличаются особой красотой, но внутреннее убранство зала, аула, аудитории, которая по-немецки называется аула, поражает своей красотой и стилем. Это главный, шикарный представительский зал Хайдельбергского университета. Здесь проходили обычные занятия. Представьте, сидишь там, слушаешь лекции, а вокруг тебя такое роскошество. В помещении много портретов и бюстов основателей, сторонников, а также выдающихся ученых, нобелевских лауреатов. Сегодня университет использует этот зал в основном для проведения различных торжеств. Ну или попросту это теперь или концертный зал. Вообще система образования в средневековых университетах строилась таким образом, что сначала студенты изучали 7 свободных искусств, и это было первой ступенью высшего образования. Это была грамматика, риторика, диалектика или логика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. После освоения этой базы студенты выбирали специализацию – юрист, врач или адвокат.
посмотрите, а вот с обратной стороны главного здания университета, здесь вот внизу есть такие деревянные заслонки. И именно за этими заслонками находится студенческая тюрьма. То есть там прокаженных, то есть за какие-то провинности студентов отправляли вот в эту подземную или нижнюю часть здания, где они отбывали свое наказание. Там открыть, сейчас попробуем, может быть, получится открыть. Нет, они, к сожалению, там закрыты. Но там темно, холодно и страшно. Можете себе представить, там молодого человека, 18-19 лет, ну что-то сделал, и вот отправили туда, и вот они там сидели несколько дней вот в этой атмосфере. Страшно, холодно, наверное, есть не всегда давали, так как в нормальной жизни. Вот. Но поскольку Хайдельберг часто затопляло, тюрьма не могла там дольше оставаться, ее перенесли вот в соседнее здание. Вот это соседнее здание, здесь жил сторож, университетский, и тюрьму поместили на самый верхний этаж. Там видно окна с решетками, и то есть оттуда никто бы никогда не сбежал. И сейчас мы пойдем смотреть этот карцер, как же жили там студенты, проводили, так сказать, время в наказании, и что они там делали, и какая там была атмосфера. Сейчас находимся в студенческом карцере. Это такая тюрьма, и сюда студентов сажали на разное количество дней, там от 2 до 14 дней за разные провинности. Может быть, они оскорбили полицейского или сделали какое-то происшествие в университете. И вот в этих стенах они сидели и оставляли надписи на стенах, кто сидел, сколько дней они сидели. Посмотрите, наверное, это самая красивая площадь в Хайдельберге. Вот с таким небольшим фонтанчиком из Девы Марии. И самое главное, вот с этим средневековым замком на заднем плане. Вы знаете, впервые я оказался в Хайдельберге аж в далеком 97 году, когда мы гастролировали с ансамблем. Да уж, мой оператор в это время еще даже не родился. И когда впервые увидел эту площадь, она мне тогда, еще подростку, очень сильно понравилась и запомнилась. Я как сейчас помню сделанные тогда здесь фотографии, которые хранятся дома в России, и открытки, которые я отправлял семье. Но мы продолжаем и перемещаемся в святую святых, в замок. А мы сейчас уже на пути к самому ценному сокровищу города, к замку. Вот по такой отвесной дороге. Вот, и нам нужно вон туда наверх, к замку, подняться. Ну давай уже, что ты там отстал? Ничего себе, мы так быстро дошли. А сейчас мы стоим перед главными крепостными воротами
Ты посмотрите, какие они просто массивные, как раньше строили, да, чтобы крепость просто никто не мог взять. А сейчас мы проходим к главным дверям. Посмотрите, какие они массивные из того времени. Просто это просто вот такое просто дерево, да, толстое, массивное. Здесь вот есть маленькая дверь. Наверное, здесь была для слуг или вот для таких карликов, как Перкео, который следил за бочками. И здесь есть такое кольцо. И по поводу этого кольца есть такая очень интересная легенда. И она называется «Ведьмин укус». И сейчас я вам ее расскажу. Посмотрите, вот это кольцо, кстати, использовали для того, чтобы стучать. Посмотрите, как здесь настучали, вот какой здесь желобок образовался, да? Вот, так вот, назад к легенде «Ведьмин укус». Князь сказал, тот, кто прокусит вот это кольцо, тот получит в наследство весь вот этот замок. И появилась такая одна ведьма, и она укусила это кольцо, сломала зубы, там ей стало плохо, но она почти прокусила, ты посмотри. Посмотри, здесь почти вот трещина, почти она прокусила. И тогда князь испугался, и он приказал ее поймать и убить, потому что он испугался, что придется отдавать все царство. Вот такая вот легенда здесь в замке. Былое значение замка в качестве резиденции европейского масштаба и сегодня ощущается в величественных руинах. Здесь заметно сливаются строения замка и укрепления. Казематы и могучие башни свидетельствуют об оборонительном характере резиденции. Внутренний двор обрамлен фасадами представительных дворцовых строений. Они украшены уникальными фигурами и являются сокровищем эпохи Ренессанса. То, что мы видим, друзья, это чистый Ренессанс. В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на производство средства, которое понижает температуру, и его впоследствии назвали аспирином. В этом музее аптеки тоже есть стенд с разными видами аспирина, которые были произведены этим ученым. Музей аптеки, находящийся в замке, это такой пример идеальной барочной аптеки со всеми там баночками и скляночками и приспособлениями, от которых мурашки бегают, когда узнаешь, для чего они и как применяются. Здесь собраны достижения медицины разных времен. А вот посмотри, здесь такая интересная шкатулка с такими маленькими дозами. Они, скорее всего, сделаны из серебра, и под ними еще выдвигаются такие маленькие ящики. Там, наверное, тоже какие-то снадобья были, хранились, да? И это, видимо, прототип современной аптечки. То есть это аптечка такого 18-19 века, да? А вот посмотри, здесь перед ней лежат много разных предметов. И вот маленький вот этот предмет в середине кадра, да, вот с маленьким таким как бы ножичком. И похоже там слоновая кость, на нем инкрустация такая. Это по-немецки его называют Aderlassschnepper. То есть это такой маленький ножичек для разрезания вен, то есть для кровопускания. Потому что в Германии тех времен считалось, что кровопускание очень полезно, и при болезнях, при каких-то вирусных инфекционных заболеваниях пускание крови очень полезно. И вот с лишней кровью выходила вот эта вот всякая дрянь, да, из организма. Вот здесь немного в подвале, тоже в замке, есть музей бочек. И вот здесь с левой стороны от входа, здесь уже стоят некоторые экспонаты бочек, но они нам не очень интересны, потому что мы идем к самой большой, к самой царь бочки, к самой бочке всех бочек, которая находится вот здесь, в этом другом зале.
У нее даже свой отдельный здесь погреб для нее. Эта бочка вмещает 220 тысяч литров вина. Все это было в 18 веке. И на бочке, вот посмотри, на самой бочке там даже есть танцевальный подиум для шести пар. Графы и графини собирались, дегустировали вино и танцевали на вот этой громадной бочке, делали танцы, вальсы. Можешь себе это представить? Это самая большая бочка в мире. Бочка использовалась для взимания налогов. То есть крестьяне, они должны были платить. И у кого, если не было денег, они приносили свое вино и вливали в эту бочку. Представляешь, какая получалась знатная бурдамага? Вот мы сейчас на танцевальном подиуме, можно что-нибудь станцевать? Вот. Но на самом деле, да, здесь танцевали люди, здесь танцевали до 6 пар, потому что достаточно много места, как ты видишь, да? И здесь в потолке, вот посмотри, здесь в потолке есть дыра. И эту дырку использовали, отсюда через нее откачивали вино для графа вот из этой бочки. И он там у себя в замке уже попивал. Ну, наверное, вот эту знатную бурдамагу, которая сделана из всех вот этих вин, которые приносили крестьяне в виде своих налогов. Ну, естественно, как и за любой вещью, за такой бочкой нужно было ухаживать внутри, да, потому что там скапливалось что-то разное вещество, налет, камень, винный камень, и это нужно было счищать. И это делали именно через вот это отверстие, но взрослый человек не мог поместиться в это отверстие, и туда запускали детей. И они боялись, что дети могут отравиться вот этими парами алкоголя, и к детям привязывали веревку. И если что-то случалось, тогда ребенка вытягивали оттуда веревкой, и тем самым бочка была чистая, и ребенок, так сказать, в сохранности. И здесь рядом, прям рядом с самой большой бочкой, здесь очень интересный персонаж. Имя его Перкеджо. Он итальянец, и он работал здесь охранником бочки. И его главная задача по контракту была выпивать по 15 бутылок. Не знаю, в какой период. И он за это получал деньги. И если он не выпивал 15 бутылок, то его наказывали, его били розгами. То есть это была его прямая обязанность по договору выпивать такое количество вина. И почему же его звали Перкеджо? Его часто спрашивали, гости замка его спрашивали, не хотели бы вы выпить еще вина? И он всегда отвечал по-итальянски, потому что он был итальянцем. Perché no? И его прозвали таким образом Перкеджо. Perché no? И есть такая легенда тоже, что один раз он выпил стакан воды, и именно от этого стакана воды он умер. Потому что он, видимо, настолько привык уже к вину, что его организм не смог переварить стакан воды. Дух соревнования присутствовал всегда и во все времена. И тогда князья мерились размерами бочек. И главный конкурент вот этой бочки была бочка в Саксонии на 250 тысяч литров, которой владел Август Сильный. И там сверху тоже был танцевальный подиум. Но та бочка не выдержала испытаний времени, и через 80 лет она треснула, и ее разобрали. А эта бочка стоит до сих пор, и она остается самой большой бочкой в истории. Главная терраса замка, она очень большая. И здесь есть такие боковые сторожевые башни, в которые тоже можно зайти, пофотографироваться. Но самое главное здесь это вот эти прекрасные виды, которые открываются на город, на Некар, который там далее впадает в Рейн, и потом все это далее уходит на запад. А вот там за холмом, который посередине кадра, вон тот, там находится уже Франция. Они всегда хотели завоевать этот город, эти земли, но у них не получилось. Здесь буквально 200 километров до границы с Францией, поэтому это было очень близко, и очень часто они делали набеги. А вот здесь на балконе есть вот такой след. И по поводу этого следа здесь есть очень такая интересная легенда. И она заключается вот в чем. Одним днем граф решил поехать на охоту и оставил свою жену в замке. И в этот момент к жене
на свидание приехал рыцарь, такой в доспехах, весь такой в железных, тяжелых доспехах. Ну и у них началось свидание. А в этот момент погода сильно испортился, начался дождь. И что делать там на охоте, да? Граф, он вернулся с охоты. И когда рыцарь в доспехах услышал фанфары, возвещающие о том, что граф возвращается, он испугался. И во всех своих тяжелых доспехах, во всем своем тяжелом одеянии, он из того окна, наверное, какого-нибудь, он прыгнул сюда на балкон. И под своей тяжестью он оставил вот такой след здесь на балконе. Вот такая была интересная история. Хотите верьте, хотите нет. Посмотри, какая вилла красивая за нами, да? Наверное, там живут богатые люди, наверное, может быть, правительство Хайдельберга. Но нет, на самом деле эта вилла принадлежит студентам. Можешь себе поверить, там живут студенты. Но не обычные студенты, а, наверное, все-таки такие более богатые студенты. И вот это здание, например, вот эта вилла принадлежит студенческому кооперативу. Есть такие кооперативы, которые существуют здесь, боюсь ошибиться сказать, но, наверное, с 18 века. Это такие сообщества, так сказать, студентов или узкий круг студентов. Чтобы быть членом этого общества, есть определенные критерии, и, конечно, там тоже нужно было платить взнос. И если ты вступил один раз, единожды стал членом вот этого кооператива, ты платишь вот эти взносы пожизненно. То есть это такая особенность. Но, видимо, за счет этого они и финансируют вот такую шикарную жизнь. Если ты хочешь посмотреть, зайти туда, как они там живут, это будет невозможно, потому что ты не член этого кооператива. На самом деле таких кооперативов существует, ну, наверное, порядка 20-30. У них у каждого есть свой герб, там разные свои цвета, у них есть свой логотип, у них есть какие-то свои особенности, у них даже есть свой такой слоган. Мы все знаем, что во время Второй мировой войны Хайдельберг не был разрушен американцами или британцами, его не бомбили. И существует несколько версий на эту тему, почему же такое произошло. И одно из объяснений, то, которое я знаю, заключается в том, что до войны здесь, вот в старейшем университете Хайдельберга, училось много американцев. Но не простых американцев, а будущих политических деятелей, шишек, то есть людей, которые в перспективе могли принимать решения. И многие из этих американцев, они хотели остаться здесь в городе, дальше жить, потому что здесь просто очень райское место. И, видимо, вот мнение вот этих людей, симпатия их к этому городу спасла город от принятого решения бомбить его во время Второй мировой войны. Таким образом, мы видим, что вот человеческая любовь, человеческая симпатия может менять обстоятельства. И в этом случае получилось просто сохранить такой прекрасный, красивый город, вот каким мы его видим.
А сейчас мы поднимаемся на философский путь, философскую тропинку, но чтобы туда попасть, нужно пройти по вот этой вот змеиной тропке, которая виляет и туда далеко на гору. Пошли! Das Erdgeschosskeller, das ist das erste, das zweite Stockwerk. Ой, замучились уже идти, но тут сейчас у нас первый привал. Ой. Ой. Красота необыкновенная. Фу. Так почему же это место здесь на другой стороне реки называется Философский путь? Да просто, все очень просто, потому что здесь жило много писателей, художников, философов. Они имели возможность гулять вот по этим красивым тропинкам, наслаждаться вот этим прекрасным видом, вдохновляться и творить. Среди них даже был гений немецкой литературы сам Гёте. Здесь, на философской дорожке, тропинке, есть даже памятник известного немецкого писателя, прозаика Йозефа фон Эйхендорфа. И он писал очень красивые стихи. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Дремлет песнь во всех вещах, спящих под ночною сенью, коли слово ты найдешь, то пробудешь мир ты к пению. Так вот, глядя на этот прекрасный город и немножко познакомившись с его историей, хочется пожелать всем вам песни красивой и нескончаемой, как история этого прекрасного города, которая запечатлена в первую очередь вот в этом виде этого средневекового замка, который до сих пор нас радует, и в виде самого города, который продолжает развиваться и писать новые страницы своей истории. А какой будет следующая веха в истории этого города, поживем, увидим и снимем про это новый фильм. А ты пока подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, потому что YouTube любит все это для продвижения канала. А я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Пока-пока.